Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодня гадаем на судьбу в ближайшее будущее, на перемены в личной жизни, перемены по судьбе в новом году или в тот отрезок или промежуток времени, который для вас актуален здесь и сейчас. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, и мы сейчас начнем с того, что посмотрим, как карты Таро видят вас. Что в вашем поле, ваша энергетика, все, что касается вас, да. Вы и как видят карты Таро вас сейчас. Паш мечей. Есть некое напряжение, волнуетесь, переживаете, много думаете, возможно, плохо спите, тревожитесь, подозреваете, возможно, находитесь под подозрением, а возможно, находитесь под наблюдением. Или, может быть, кто-то за вами следит, или вы следите за какой-то темой, в интернете, или изучаете что-то, да, то есть уперлись своим умом во что-то, да, вперлись, як кажуть, да, вперлися, бывает. Окей. Еще и 12-й аркан, да, висящий, так называемый, знаете, как... Связали вы свою тревогу и свое внимание с чем-то, то есть не можете отвязать свое внимание, отвлечь свое внимание вот так, да, с какой-то темы, и это чем больше вы в эту тему впрягаетесь, тем тяжелее, тем больнее, тем больше она вас завязывает, давит, душит, связывает, обуславливает, да, вот так. То есть карты видят человека, который связался с чем-то тревожащим, да, или с чем-то не очень таким, не с легким каким-то испытанием. Возможно, вы находитесь действительно в каком-то испытании. То есть это может быть что угодно. Может быть, это предоперационное состояние, да, или тут много воздуха, или вы связаны с какой-то тревожной ситуацией, да. Семерка кубков, вот то, во что вы попали, да, то, в чем вы находитесь, оно вас как бы завязывает сильнее, 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 и вы попадаете в такую, знаете, как в некую иллюзию зависимости, да, вам кажется, что вы зависите от чего-то, да, кажется, что вы не можете поменять точку зрения. Вы не можете думать по-другому, вы не можете действовать, да, то есть вам это кажется пока что. И да, чем больше вам кажется, жрица, тем меньше у вас возможностей. То есть вы обусловлены какой-то ситуацией, которая вас очень сильно тревожит. То есть вам, с одной стороны, вам кажется, что в этой ситуации вы по-другому действовать не можете. А с другой стороны, чем больше вам кажется, тем меньше вы можете действовать. В шахматах, по-моему, это цуфсванг называется, если не ошибаюсь. Да? Чем каждый последующий ход, да, ведет к ухудшению. Или цейтнот, или цуфсванг. По-моему, цуфсванг. Вот. Цейтнот, по-моему, это потеря темпа. В общем, неважно, как бы это ни называлось в шахматах, да, это называется так. Чем больше вы об этом думаете, чем больше вы тревожитесь, тем сильнее вы тревожитесь, и тем меньше вы видите выходов. То есть вы упираетесь в какую-то глухую закрытую дверь. Но вам это кажется. И опять замкнутый цикл, чем больше кажется, тем сильнее вам оно не кажется, да, вот такой вот парадокс какой-то, да. Возможно, вы попали в какую-то мистическую ситуацию, волшебную, магическую, но она, она стрёмная, эта ситуация. Изначально, смотрите, Паш мечей никак не расслабляющая карта, висящий карта очень проблемная. Иллюзия – это экзальтация, то есть вы как будто бы вы выпали из какой-то реальности. А жрица вносит сюда мистику, магию, проблемы, тайны, и создает ситуацию безвыходности. Как-то так.
То есть видят человека в какой-то проблеме настоящей, да, карты. Это у вас проблема. Ну и паш Пентаклей. С одной стороны, выход есть. С другой стороны, есть шанс на выход из этой ситуации, на решение. Шанс на помощь есть у вас тут. Шанс на финансы у вас есть. Неплохой. Шанс на изменение ситуации дети и родители. Шанс на развязание кармического узла у вас есть в этой ситуации. Шанс на прозрение и выход из иллюзии, но болезненный. Шанс на хорошую операцию успешную у вас есть, да, то есть вот такое. Давайте посмотрим дух, да, что дух видит и хочет нам сказать через, вам подсказать, как человека, если вы узнаете себя здесь, в этом раскладе. А дух говорит, все будет хорошо. Верной дорогой идете, товарищ. Давайте так скажем. Дух говорит, что, да, тебе, возможно, сейчас очень нелегко, ты запутался реально запутался, да, вот так. И тебе кажется, что тебе надо распутаться, да, или кажется, что нужно это решить. Дух говорит, решишь. Да, тебе тяжело. Нужно ли тебе помощь, поддержка? Желательно, чтобы она у тебя была. Желательно. Но нужно ли тебе рассчитывать на свои силы, на свой разум? Да. И, как тебе нужно позитивное мышление, позитивный заряд такой. А вообще, дух тебе говорит, если ты винишь себя, ты не виноват. Но тебе и нужно по-другому посмотреть на тех людей, которые якобы виноваты в этом. Точка зрения все равно должна поменяться у тебя. Хорошо, давайте посмотрим. То есть вы услышали, да, вот как видят вашу ситуацию карты Таро сегодня, да, с некими даже подсказками. И дух говорит, надейся. То есть надежда не умерла. Вот так. Надежда жива. Надежды вы тут есть. Вот все, кто имеет имя на Н и надежда, напишите, откликнитесь. Вам месседж, да, на Н и надежда. Хорошо, давайте посмотрим, что было в прошлом, что вас заставляло в прошлом тревожиться очень сильно. Вот сейчас посмотрим, что было, что есть, что будет. Да? В прошлом вас заставляло тревожиться в прошлом вы тревожились о будущем, естественно, да, Солнце это будущее, и вы тревожились об отце, и о мужчине, о сыне, и об успехе. Возможно, этих людей, возможно, о своем успехе. И, возможно, тревожились, будет ли все хорошо, и слышит ли Создатель Всевышний ваши молитвы, и поддержит ли Он вас, сбудется ли ваша мечта. Вы тревожились по этому поводу достаточно сильно. Хорошо, что в прошлом вас обуславливает, что вас связывает с прошлым, или связывало, или обуславливало, что в прошлом вам приносило, какие-то боль, страдания, дискомфорт, вот такое вот это посмотрим сейчас. А в прошлом вам приносило боль, страдания, общение, связь, коммуникация с мужчиной, скорее всего. Это мог быть и отец, то есть у вас могли быть проблемы с отцом, или с мужчиной, или с сыном, или с братом, вот такое вот именно, да. И это в прошлом. Решено оно или нет сейчас, будем смотреть, может быть, мы выйдем опять на этот вопрос, но у нас сегодня потоковое чтение Таро для мужчин и для женщин, поэтому смотрите и применяйте это к своей ситуации. Что было в прошлом для вас розовыми очками? Розовыми очками для вас в прошлом была опасность, которая исходила от какой-то женщины. То есть, по сути,
Либо вы надели розовые очки и считали, что какая-то женщина в чем-то виновата, и эта женщина могла быть вы, если вы Овен, Стрелец или Лев, или какая-то другая женщина, особенно если она Овен, Стрелец или Лев. То есть, по сути, вашим заблуждением была опасность исходящая от женщины, или просто вы боялись какую-то женщину. Может быть, это вы еще раз, а может, это какая-то другая женщина. Что или кто именно магичил и мешал этой магией вашему успеху, вашему движению вперед? Здесь, если это женщина, то это жена, если это мужчина, то это муж. Но это кто-то из членов семьи вашей или той семьи, которая, была против вас. Кто-то семейный из семьи, муж или жена, тут пара какая-то. Может быть, это вдвоем муж и жена. В общем, давайте так, глобально это чья-то семья, а в частности это чей-то муж, чья-то жена. Вообще, это женщина, королева червовая или дама червовая, и эта женщина, она, скорее всего, по знаку зодиака будет рак, рыба или скорпион. Больше туда, да, вот так вот. Хорошо. В прошлом у вас был шанс. У вас была возможность, у вас была поддержка. Что это за шанс, возможность и поддержка? Это мужчина, он связан с мужчиной, королем червовым. Смотрите, королева червовая и дама червовая и король червовый. То есть, возможно, это ваш муж, и это был шанс реализовать что-то с мужем. Может быть, это построить дом, какой-то проект, бизнес-проект, может быть, это лучший проект, дети и так далее, да, вот так. Тем не менее, у вас был шанс, и этот шанс – это мужчина. Особенно если он рак, скорпион и рыба. И это могла быть семья, это мог быть ваш дом, дети, и все, что связано с построением вокруг дома, да. Возможно, это что-то все-таки больше о недвижимости и о семье. Больше так. Хорошо, в прошлом какой ориентир, цель и путь были вашими, правильными? У вас они были правильные. Смотрим, верный путь в прошлом, да. У вас здесь верный путь. Для мужчин это выбор, и для женщин это выбор, да. Это мужская, женская, это всегда выбор, универсальная карта. В прошлом правильно, вы сделали правильный выбор в прошлом, вот так. Особенно, если это касалось женщины. И женщина сделала в прошлом правильный выбор, поэтому вам и винить себя не стоит особо. Помните, о чувстве вины каком-то там, да, усугубление какого-то чувства вины не надо. Поэтому что вы сделали? Правильно направление. Вы выбрали правильное направление. Если мужчина выбирал женщину, он правильно выбрал. Если женщина выбирала мужчину, возможно, правильно выбрали. Здесь так выпадает. Глобально, что вы сделали? Верно, в прошлом вы сделали правильный выбор. Свой путь правильно выбрали. Тут выбор пути, прям перекресток. Поэтому вы приняли правильное решение. Окей. Давайте посмотрим, что есть сейчас. Да, что было, мы посмотрели, а что есть. Мы посмотрели ситуацию, может быть, где-то повторяющиеся мотивы мы найдем. Что есть сейчас? Давайте смотреть. Что есть сейчас? Мы сделаем выкладку прямо сейчас, да, на стол. Быстренько и так. Давайте смотреть, что есть сейчас. И первое, что мы видим, что сейчас очевидно тревожит вас.
очевидная тревога. Ой, вас сейчас очевидно тревожит. Рыцарь мечей – это конфликт. Может быть, это какая-то стычка, война, может быть, да, боевые действия. Ну и вас тревожит, возможно, мужчина или женщина, кто-то близкий из ваших друзей. Эта карта по друзьям обычно, да, идет. Поэтому вот такие вот аспекты вас тревожат. Кто до сих пор сейчас пытается с вами выйти на связь и не может вычеркнуть вас из своей судьбы, ну и, возможно, с кем вы до сих пор не разорвали карму, кармический узел. Вот тот человек, который с вами до сих пор связан и пытается поддерживать отношения. Это женщина, королева мечей, она, скорее всего, весы, она, скорее всего, близнец или водолей. И эта женщина может быть связана с судами, с войной, с конфликтом каким-то, судебными разбирательствами, с обсуждениями и, может быть, даже со сплетнями. Ну, эта карта меньше сплетница, да, но может быть. Вот. И это весы, действительно, какая-то женщина до сих пор от вас отвязаться не может, к сожалению. А может быть и к счастью. Может быть, она вас любит, мы ж не знаем. Но учитывая то, что здесь связь такая не самая легкая, но она может быть и про любовь, она не обязательно про негатив. Но в своем контексте расклада вы видите, да, это хорошо, что она от вас не может отвязаться, или плохо. И напишите мне в комментарии, было бы интересно узнать. Хорошо. Сейчас несет ли вам опасность эта женщина, дама треф? Ну, особенно в контексте магической опасности, да, вот здесь вот, в контексте магии. Да, сейчас, возможно, дама треф, если у вас есть женщина, которая опасна, действительно, вы знаете, она до сих пор может нести вам реальную опасность. Здесь прям башня выпадает. Да. Почему так? Ну, не знаю, может быть, действительно вы опасались, и сейчас опять есть какая-то опасность, и вы, может быть, вам что-то приснилось, или вы постоянно думаете об этом, или она постоянно пытается выйти с вами на связь, да, ну, отстать от вас не может по какой-то причине, да. Хорошо, что сейчас в вашей семье является закрытой дверью, глухой стеной, тупиковым направлением? Жрицу проверим и королеву червовую, да, или аисты. У вас действительно сейчас какая-то безвыходная ситуация в семье, но с чем она связана? Она связана с поездкой, переездом, эмиграцией, с сепарацией мужчины, сепарацией детей, это сепарация, и отсоединение от женщины ребенка. Вот это вот какая-то у вас тупиковая ситуация. То есть вам в первую очередь нужно какие вопросы решать, да? Отрезание пуповины условное, да? Сепарация мать-дитя, диада мать-дитя, разделение мамы с детьми. И, ну, может быть, ребенок должен переехать, например, да, или наоборот решать этот вопрос. То есть у вас, по сути, семейный вопрос и вопрос дистанцирования и разделения для вас является тупиковым, проблемным на здесь и сейчас. Мир, ну и может быть вам надо примириться с кем-то. Действительно, мир иногда не только о сепарации, но и о примирении в том числе. И вам это надо выводить вообще, ну, заниматься этим на другом уровне уже, да. То есть он настолько проблемный, этот вопрос, что к нему нужен другой подход. У вас висящий, да, это точка зрения еще меняющаяся, вот так, да, меняющаяся точка зрения. И вам бы ее поменять бы, эту точку зрения, по-другому посмотреть. Ну, может, с кем-то посоветоваться, может быть, уже другая техника должна быть, да, какая-то. Что сейчас может вам предложить мужчина, который как-то касается вашего дома, может быть, ваших отношений, или чем сейчас может вам мужчина помочь?
Ну или предложить, да. А сейчас вам мужчина, может быть, и может помочь и поддержать материально, да, и либо дать вам деньги, либо передать вам что-то материальное, может, наоборот, купить у вас что-то, либо продать вам что-то, либо сделать вам какой-то ценный подарок. То есть сейчас мужчина действительно вам может помочь. И этот мужчина может касаться либо вашей семьи, либо быть вашим мужчиной, да, либо вы можете найти этого мужчину, да. То есть мужчина в вашем поле сейчас действительно играет важную роль поддержки, помощи и является для вас, ну, серьезным таким ценным подарком, как ни странно, да. Хорошо. Вот здесь у вас в этой вертикали есть звезда и есть перекресток. Так вот, это судьбоносный выбор. И в чем заключается ваш судьбоносный выбор здесь и сейчас? Ну вот куда нужно направить ваше внимание, сконцентрировать, да? Ну у вас там где-то в каких-то иллюзиях вы находитесь, да? Чистота. Здесь и сейчас нужно решиться начать жить с чистого листа. У меня такой поток идет. Это будет для вас ценным подарком. Даже вот видите, через мою мужскую энергетику. Попробуйте начать. Вот сегодня 02.02.2026. Если вы напишите декларацию 02.02.2026, даже в комментарии «Я начинаю жить с чистого листа», никогда не поздно, помните об этом, у вас получится. Смотрите, у вас звезда, выбор, намерение, подарок, шанс и мужчина, дом, фундамент. Вы сегодня можете закладывать фундамент в свой фундамент, да, жизни, будущего, в свои кирпичики, своей реальности. Это может получиться у вас все получится. Начните сегодня вести дневник, начните писать сценарии своей новой судьбы, своей новой жизни, личной жизни или двуличной жизни, многоличной. Может быть, у вас варианты могут быть разные. Давайте, что будет? Чем завершится конфликт? Чем завершится конфликт? Давайте проясним конфликт. Чем он у вас может завершиться? Что будет? Конфликт завершится успешно, Райдер, но он должен завершиться переговорами. И если он завершится переговорами, это вообще будет успех. Да, поэтому все будет классно. И если вы пойдете путем переговоров, это будет еще лучше. Давайте теперь спросим. Здесь есть 12-й аркан – общение и весы обсуждения. Чем закончится судебная тяжба или проблемная связь? Ну, что будет, да? С судебной тяжбой или проблемной связью. Ну, вы сами знаете, о чем я. Она закончится тем, что она закончится окончанием проблемы. Вот так. То есть, по идее, это будет позитив. А эта карта вообще проблемная очень, да, то есть это повторяющиеся проблемы часто. Давайте так скажем. Это закончится не скоро, но это закончится, и это закончится навсегда. Когда это закончится? Не скоро. Почему говорю не скоро? Висящие новости, связь. Висящие опять, да, весы. И повторяющаяся проблема. Поэтому вам, скорее всего, придется столкнуться с этой проблемой еще не раз, но она закончится. Если вы считаете, что это закончится завтра, нет, это не закончится завтра. Но оно закончится, потому что у любого действия есть начало, середина и конец. И конец этой проблеме будет, но не так быстро, как бы вам хотелось. Вот, в таком контексте. Что неминуемо разрушится
в будущем? Что должно быть разрушено? Будут разрушены иллюзии. И, возможно, предчувствие вас не обманывает. Что должно уйти? Или от чего вы должны уйти? Вы должны уйти от привязи. Вот она, привязь. Ну, собака на привязи, да. И вы должны уйти от какого-то друга, отдалиться с каким-то, разъединиться с каким-то другом. Возможно, это пауза. Но, возможно, вам надо разорвать отношения с каким-то другом. Собака. Кто для вас собака? Можете написать. Роль собаки. Собака очень хорошая карта. Собака – это преданность, это надежность, это служба, это служение, служба, да, вот в таком контексте. Близость. И собака всегда позитивная карта. Но здесь может быть... Это может быть как предательство, которое нужно отпустить. Да, эта карта такая, она здесь, видите, Луна, разрыв, да, здесь такие карты, которые могут указывать на предательство, и с этим нужно как бы разъединить, разорвать. То есть аспект предательства вам нужно отсоединить от себя. Хорошо, а в будущем какой подарок у вас идет вам в руки? А подарком вам идет в руки вот смотри, прыгает, его еще этот подарок удержи, попробуй, да. А подарок вам в руки идет любовь, отношения, чувства, мужчина, женщина, то есть искренняя, открытая любовь. Прекрасно. Вот вы начинаете жизнь с чистого листа в будущем, и вот как оно идет. А идет это свободно, дышится легко, вы смотрите уверенно вперед, вы с радостью, наслаждением и любовью к себе держитесь за штурвал своего счастья. Вы идете к открытым просторам, вы открываете себе перспективы. Возможен переезд, поездка, эмиграция, возможны новые горизонты, новые отношения и возможен успех в бизнесе, успешные сделки, контракты и достижения своих целей. Что навсегда уходит из вашей жизни? Давайте смотреть. Навсегда уходит вот оно все. Не держитесь. Навсегда уходит предательство. Помните, я говорил, предательство нужно отпустить. Вот, навсегда оно уходит. То есть вам нужно как минимум простить предателя. То есть предательство уходит. Все. Не приходит больше жизнь ваша предателя. В вашу жизнь больше предательства не приходит. А что приходит? Уходит предательство. А что приходит на смену предательству? А десятка жезлов. А на смену предательства вам нужно завершить начатое. То есть приходят те цели и те направления, которые вам надо позакрывать. То есть приходит закрытие гештальтов. Вы доделываете до конца начатое, как бы это тяжело не было. И вот эта карта, она символизирует завершение вот этой карты висящего. Поэтому, а что приходит? А приходит необходимость доделать, довести до конца начатое. А чем успокоится ваше сердце? А сердце ваше будет успокаиваться отпусканием поражений и неудач, исцелением и обретением новых смыслов и духовных ценностей в этих смыслах. То есть, по сути, вы по-другому посмотрите на материальный мир и обязательно найдете сенсы, тобто смыслы, и вы найдете точку отсчета, от чего оттолкнуться, с чем оттолкнуться, а главное понимание, для чего вам это необходимо в будущем. Но самое главное, любовь и свобода, и жизнь с чистого листа, з чистим наміренням обов'язково ждет вас в будущем. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось. Па-па.